Когда в Италии бывает нужно назвать одним словом кого-то очень опасного, изворотливого и кровожадного, часто это слово «Риина». Если кого-то из итальянцев попросят сказать, кто был главным мафиози Сицилии, без сомнения ответ будет Тото Риина. Да и, пожалуй, всей страны, добавит отвечающий после короткой паузы. В глаза его называли боссом боссов за то, что он им и был. И за маленький рост коротким, то есть на сицилийском диалекте укурту. А за глаза – лабельва, то есть зверь. За животные хитрости чутье, но главное – звериную жестокость. Это видео открывает серию о жизни, деяниях и смерти Сальваторе Риины, босса боссов сицилийской Коза Ностры. Однажды в Италии. Он родился 16 ноября 1930 года в городе Корлеоне в очень бедной, практически нищей крестьянской семье. Второй из 6 детей, он был старшим мальчиком, а на Сицилии это ко многому обязывает. Сейчас модно обсуждать причины, по которым психопаты становятся психопатами. Рождаются ли они уже с определенными отклонениями? Или всему виной воспитание, тяжелое детство и внешние обстоятельства? Понятно, что к детскому психологу маленького Тото никто не водил, и что творилось в голове у этого ребенка мы никогда не узнаем, но и с внешними обстоятельствами ему, мягко говоря, не повезло. Как уже говорилось, семья была бедна, и нередко денег не хватало, чтобы досыта поесть. Отец, Джованни Риина, много и тяжело работал, успевая потрудиться и на барона Гульельмо Инглезе в его поместье, и на себя на небольшом участке земли, который достался его жене по наследству от отца. Тото с малых лет помогает отцу на работе в полях, внося свою лепту в содержание 3 сестер и 2 младших братьев. Но, хотя это тяжелый труд, и к тому же мальчик не ходит в школу, ничего необычного в этой ситуации для сицилийской деревни тех времен нет. Однако, когда Сальваторе было 13, все изменилось. На Сицилии это было не просто необычайно жаркое лето, это было лето, когда на острове высаживались американские войска, и работать в полях приходилось, выгадывая моменты между обстрелами и бомбежками. Голь на выдумке хитра, и ушлые крестьяне умудряются извлечь выгоду и из этого. На черном рынке тогда в ходу было все – порох из неразорвавшихся снарядов, металл. Однажды повезло и Джованни Риине. 11 сентября 1943 года, возвращаясь вместе с мальчишками Сальваторе, Гаэтано и Франческо с работы в поле, он наткнулся на неразорвавшиеся американские бомбы и пушечный снаряд. Мужчина подбирает их, грузит на мулы и привозит в Корлеоне. В переулке рядом с домом Джованни вынимает из бомбы взрыватель, а снаряд заносит внутрь. Он крутит его и так и сяк, но снаряд кажется пустым, похоже, внутри нет ни грамма пороха. Он встряхивает его, стучит им об стену. Все впустую. Неожиданно снаряд выскальзывает у него из рук и падает на пол. Раздается взрыв. Вспыхивает пламя, дети кричат. Джованни с развороченным животом погибает на месте. Младший мальчик Франческо тоже. Гаэтано средний ранен в лицо и ногу, мулу убило. И только старший сын Сальваторе остался невредим. Он сидел в углу вдалеке от снаряда и каким-то чудом уцелел. Похороны Джованни и Франческо состоялись 13 сентября. Беременная 6-м ребенком вдова рыдала над гробами мужа и младшего сына. Ее средний мальчик остался в госпитале раненым. Из мужчин семьи на похоронах присутствует только Сальваторе. Теперь он глава семьи, отвечающий за ее пропитание и за все, что в ней происходит. Говорят, это был единственный раз, когда кто-то видел слезы на глазах Сальваторе Риины, и что он работал как вол, чтобы прокормить мать и младших детей. Вставал на рассвете, ложился за полночь, пахал наравне со взрослыми. Зоологи утверждают, что ослики, которых мы привыкли видеть маленькими, остались такими, потому что им не дали вырасти, слишком рано заставляя их тяжело работать. А если осла не грузить с детства непосильным трудом, он вырастает куда выше. Кто знает, может, если бы не гибель отца, не было бы причин давать Тото Риине прозвище «Короткий». Но жизнь сложилась, как сложилась, и Сальваторе пахал как мог. Каждое утро на рассвете он отправлялся на главную площадь Корлеоне в надежде, что кто-нибудь предложит ему работу на день.
Правда, уточним справедливости ради, длилось это недолго. Не очень образованный, но не глупый и по-крестьянски сметливый, он решает, что честным трудом семью из 6 человек ему не прокормить. И, буйный темперамент ему в помощь, начинает искать другие способы, менее честные, зато более эффективные. Может, это его и не оправдывает, но из песни слова не выкинешь. И не будем забывать, что в те времена в Корлеоне, при всем плодородии сицилийской земли, запросто можно было и умереть с голоду. И юный Риина начинает присматриваться к управляющим поместьями, компьеры. То, что он видит, ему нравится. Они ездят на лошадях, хорошо по меркам Тато одеты и обуты в кожаные сапоги. С хлыстами в руках и ружьями при седлах, может, по должности они и только управляющие, но по факту настоящие хозяева этой земли и обрабатывающих ее крестьян. Они жестоки и, скорее всего, поэтому кажутся людям справедливыми. В любом случае оспаривать их команды никому не приходит в голову, ведь компьеры может и разрядить свой дробовик, и хорошо, если под ноги ослушавшемуся приказа. Тато восхищается ими. Он знает порядки и позволяет себе поздороваться с такими высокопоставленными людьми, только если ловит на себе их взгляды. И только потому, что ему уже было позволено вслух приветствовать небожителей. Но цель поставлена, теперь Тато точно знает, чего хочет. Хоть до поры до времени никого в свои планы и не посвящает. Ну, разве что лучшего друга Бернарда Провенцано или попросту Бинну. Бинну на 3 года младше Тато, но при этом в 1,5 раза больше. Мало говорит, зато много делает. Он, как и раньше Тато, помогает отцу в полях и тоже не очень доволен тем, каким тяжким трудом достается черствый крестьянский кусок хлеба. А ведь есть те, у кого денег много, и кому они даются не в пример легче, чем батракам на полях помещиков. Взять хотя бы людей доктора Микеле Наварро, а ведь среди них есть и совсем слабосильные. К примеру, хромой, но никогда не унывающий Лучано Лиджи. Тоже, между прочим, крестьянский сын, но в полях не работал никогда. Впрочем, сельскому хозяйству не чужд. Поговаривают, что Лучинеддо занимается кражей скота на мясо. Причем хозяева этого самого скота делают вид, что пропажи нисколько их не заботят. В полицию не обращаются, о мести не помышляют и даже не жалуются. Ну, разве что между собой и шепотом. А все потому, что всесильный босс Корлеоне доктор Наварро ясно дал понять, Лиджи находится под его покровительством, а его слово в городе значит больше, чем закон. Уж во всяком случае, больше, чем закон государственный. Так что Тато Риина тоже прекращает надрываться в поле, а отирается все больше рядом с госпиталем Наварры. Целые дни он проводит за чашкой кофе в баре, изучая и копируя повадки и манеры тех, к кому так жаждет примкнуть. Взрослый Сальваторе Риина считал Сицилию центром вселенной и прожил всю свою свободную жизнь в Корлеоне. Но в те времена юный Тато говаривал, что обязательно уедет отсюда, потому что не собирается на всю жизнь оставаться бедняком. И шаг за шагом он действительно вливается в этот круг, а со временем вместе с друзьями Калоджеро Багарелло и Бернардо Провенцано вступает в мафию доктора Наварры, в семью Лучано Лиджи. Удивительно, но никто не знает, из чьих рук и в присутствии кого Сальваторе Риина принимал пунчуту, обряд крещения кровью. Неизвестно даже, проходил ли он ее вообще. Но с обрядом или без, а в жизнь людей чести Риина вполне себе влился. Шайка промышляет по старинке, кражами скота и зерна, запугиванием, шантажом, вымогательствами, заказными вырубками виноградников и поджогами, и, в общем-то, походит скорее на обычную банду, чем на мафиозную семью. Ну а троица Риина, Провенцано, Багарелло становится неразлучной. Они целуются при встрече, все время проводят вместе и понимают друг друга без слов. Поэтому в основном и молчат. Только посвященный заметит короткий, но красноречивый взгляд или кивок головы в ответ непонятно на что. А большего им не требуется, молчание в этих краях золото, и это выгодно их отличает от нахального трепача и балабола Лиджи. Отношение к нему у них сложное. С одной стороны, он друг, защитник и вожак стаи. Но с другой, он не такой, как они, не знал настоящих тягот крестьянской жизни, да и по натуре совсем другой. Они обожают его, но при этом не доверяют ему.
И все же они нужны друг другу, и шайка остается чрезвычайно сплоченной. Когда Лиджа в 1948 году по приказу Наварры убивал профсоюзного лидера Плаччидо Ризотто, именно Риина был его сообщником. Впрочем, наказание за это не понес ни один, ни другой. Полицейские так и не смогли ничего толком доказать. Но прошло не так много времени, и Риина таки поимел свою первую ходку за решетку. Как это нередко случается в молодом возрасте по глупости, подвел взрывной темперамент. 13 мая 1949 года 19-летний Тото убил ровесника, Доменико Ди Маттео по кличке Менику. Толком неизвестно, была ли это разборка молодых банд. Никто так и не расследовал всех обстоятельств, предшествовавших убийству. Но вполне возможно, что это все же была обычная драка. За 10 дней до этого Риина со своими дружками и Менику с его двоюродными братьями уже сцепились. Да не просто в рукопашную, а с палками и кастетами. Видимо, итогами остались недовольны обе стороны, и было решено повторить. Они собрались на площадке для игры в кегли и слово за слово перешли к делу. В ходе драки один из парней, не Риина, достал пистолет. Дальше, как часто случается в таких историях, ничего не понятно. И меньше всего, кто и из чьего пистолета выстрелил первым. Вроде бы Риина ранил Ди Маттео в ногу. Тот крикнул кузену, чтобы он стрелял в Риину. Зато результат известен точно. Риину с поля брани унесли с простреленными ногами домой к дяде, а тот, привязав его к стулу, буквально на себе отнес племянничка в больницу. Менику отправился туда же сразу, но это не помогло, он умер. Он тоже был ранен в ногу, но ему не повезло, пуля пробила бедренную артерию, и парень истек кровью. Ну а Тото, подлечившись, отправился прямиком в тюрьму. Так в коллекции итальянской полиции появилась его первая фотография и отпечатки пальцев. Ну а Тото, подлечившись, отправился прямиком в тюрьму. Так в коллекции итальянской полиции появилась его первая фотография и отпечатки пальцев. На допросах Риина сначала клялся, что Менику начал стрелять первым. Потом заявил, что тот был безоружен. Но стрелял не я, а мой друг рядом. Вот только лица этого друга я не разглядел. И, наконец, прислушавшись к совету доктора Наварры, сознался, что да, он стрелял, но только один раз и исключительно в целях самозащиты. Свидетели утверждали, что это неправда. Риина высадил всю обойму. На месте убийства были найдены 3 гильзы, так что шансов улизнуть от наказания у Сальваторе не было. Правда, был шанс не без протекции все того же Наварры получить относительно небольшой срок, но в первой инстанции Рине не повезло. За убийство при отягчающих обстоятельствах, покушение на убийство и незаконное ношение оружия 19-летний Сальваторе Риина получил 16 лет и 5 месяцев. Вначале срок не шел ему на пользу. Он совсем озверел, вступал в драки с другими заключенными и ругался с тюремной охраной. Но затем, после перевода в тюрьму Тури в Апулье, перековался в образцового заключенного. Все в той же тюрьме, в 22 года он поступил в 3 класс начальной школы. В родном Корлеоне ему удалось закончить только первые 2, а потом отец посчитал, что научиться мотыжить землю будет важнее, и забрал пацана из школы. Учиться приходилось напряженно. По 2 урока в неделю, вместе с другими 12 заключенными, но, в общем, 3 класс он закончил. Дальше, правда, ему продвинуться опять не удалось. Поскольку его дело должно было пересматриваться, парня снова перевели. Жаль, конечно, что с образованием не задалось, но зато ведь и срок скостили, оставив вместо 16-12 лет и 4 месяца, и наложив запрет на занятие государственных должностей навечно. Не буду предполагать, как сильно Риину расстроил запрет работать на государство. История говорит нам о том, что он нашел себе применение и в других сферах. Тем более, что стараниями Микеле Наварры его выпускают досрочно 13 сентября 1955 года, после чуть более чем 6 лет заключения. Он возвращается в Корлеоне, где его уже ждут старые друзья и, само собой, работодатель Лиджа. Вернувшись, Риина обнаруживает, что за время его отсутствия много воды утекло. Его друзья уже забыли, что такое голод. Они больше не салаги, которым едва хватало денег на чашку кофе, и которые смотрели в рот боссу Наварре. Банда Лиджа набрала силу и мощь.
Теперь она имеет отличные доходы и способна уничтожить любого, кто посмеет пойти против. Вновь прибывшего товарища, как человека образованного, Лиджа приспосабливает к делу и поручает ему ни больше, ни меньше функции бухгалтера. Ну или смотрящего. На фирме, занимавшейся подпольным забоем краденого скота и поставками мяса в лавке Палермо на краденных же грузовиках. Старая дружба с Провенцано не ржавеет, а только крепнет, да и с Калоджеро Багарелло Рина сходится очень близко. Настолько близко, что и без того закадычные друзья они решают еще и породниться, женившись на сестрах друг друга. Кто знает, что тут было первично, дружба или любовь, но похоже на Нинетту Багареллу, то действительно, что называется, запал. И запал настолько, что даже каждое утро провожает ее в школу. Что неудивительно, Нинетта, веселая, шустрая и начинающая расцветать в красивую женщину, нравится многим. Правда, все чуть не сорвалось из-за непредвиденного обстоятельства. Неожиданно для всех была скомпрометирована другая сестра Багареллы, Мария Матильда. А это означало, что ни одна из девушек семьи больше не имеет достойной репутации, чтобы выйти замуж за приличного человека. Все дело в бывшем женихе Матильды, скотоводе Амброджио Мичелли. Он просил руки девушки, получил отказ и пошел распускать грязные сплетни, делясь с любым и каждым своими впечатлениями и эротическими подробностями романа. Понятно, что братья Багарелло, Калоджеро и Джузеппе просто утереться в такой ситуации не могли. Они вызвали Мичелли на разговор. Тот сначала делал вид, что ничего не понимает, потом смеялся в лицо. Когда его, кричащего «помогите», тащили по улице, никто не то что не пришел ему на помощь, ни один человек даже не позвонил в полицию. Месть за честь женщины в этих краях – дело, которое решается без обращения в полицию, как, впрочем, и все остальные вопросы. Уже к полуночи Мичелли стал трупом с 5 пулями в спине, своей кровью смывшим позор с имени Багарелло. Теперь семейство вновь может ходить по улицам с высоко поднятой головой, а Таториина продолжить ухаживать за Нинеттой. Вот только пара ли она ему? Ведь она учится в гимназии, причем учится хорошо. Обожает читать, никогда не пропускает школу и вообще веселая, любопытная, живая девчонка, всеобщая любимица. Но дома Нинетта совсем другой человек. Спокойная, серьезная, молчаливая, воспитанная в строгой традиции сицилийской глубинки. Она знает, что если в доме мужчины, то говорят они, а женщине положено молчать. Как и о том, куда и почему пропал ее Тото. Этим вопросом задаются многие. К 1958 году Рина отбыл свое наказание, и никаких долгов перед законом за ним не числится. Его никто ни за что не разыскивает, от чего же или от кого он сбежал. Все дело в том, что в Корлеоне затевается настоящая война. Имея поддержку Рины и Провенцано, Лиджа задумывается о том, чтобы открыть собственное дело, минуя Наварру. Доктора вообще решено устранить. Он со своими старинными методами и правилами только мешает делать деньги. Наварро в курсе ситуации и ударил первым, заказав покушение на Лиджи 23 июня 1958 года. Лучинедду удалось избежать гибели, и старый босс пошел на попятную, попытавшись уладить дело миром. Однако банда Лиджи отработала четко, и 2 августа Наварро был устранен своими бывшими подчиненными. После этого между кланами Лиджи и Наварры завязалась война, которая продлилась до 1963 года, и в которой погибло 140 человек, причем считается, что главную роль в этой бойне играл именно Рейна. Некоторые из эпизодов этой гражданской войны корлеонцев с корлеонцами очень показательны в том, кто же такой Сальваторе Рейна и почему его зовут Зверем. Через месяц после убийства Микеле Наварро его сторонники попросили мирных переговоров. Они не хотят воевать и намерены договариваться об условиях мира. 6 сентября Рейной назначена встреча, на которой обещаны эти условия обсудить. Но вместо мира переговорщики, пришедшие на встречу, как положено, безоружными, получили пули, их расстреляли, как животных на бойне. На этом все не закончилось. Еще не один раз мастер двойной игры Сальваторе Рейна через посредничество старых мафиози вызывал на переговоры бывших союзников Наварры. И примерно с тем же финалом.
Пришедшие умирали из-за доверчивости, не пришедших убивали за то, что не доверяли Риине. Как, например, Кармело Лобуэ, 80-летний старик, которого не интересовала ни эта война, ни мир, ни даже родной Корлеоне. Все, чего он хотел, это отправиться к своим сыновьям в Америку. И не сделал этого до сих пор только потому, что ждал визу. Но Риина не щадит никого. И однажды вечером он стреляет возвращающемуся домой Лобуэ сначала в спину, а потом в рот. Таких эпизодов было немало. Теперь Риина в буквальном смысле главный мясник банды Лиджо. Он уже дает уроки своим друзьям, например, что никогда нельзя оставлять незакрытых счетов, потому что живой свидетель – это всегда опасно. Так, благодаря жестокости, хитрости и двуличности, мастер двойной игры Тото Риина стал не просто солдатом в банде Лиджо, а его правой рукой. Но настоящая его карьера, приведшая его на невиданную высоту главного мафиози Италии, еще впереди. И об этом будет следующее видео на этом канале. Однажды в Италии.